На карте мира есть страна, где страх не эмоция, а система. Северная Корея построила не просто диктатуру, а режим, где каждый живет под угрозой лагеря. Это не метафора. Речь о настоящих концлагерях, существующих и сегодня. По данным правозащитных организаций, в стране действуют десятки трудовых лагерей и минимум 4 политических. В них содержатся не только враги народа, но и их семьи, даже дети. Коллективная ответственность – норма. Заключенных принуждают к тяжелому труду. В лагерях нет права на защиту, жалобу или справедливость. Питание мизерное, медицина отсутствует. Бывшие заключенные рассказывают о пытках, изнасилованиях и публичных казнях. Наиболее известен лагерь номер 14, в котором содержали даже детей-предателей и где смерть считалась обыденностью. По некоторым оценкам, в таких лагерях сейчас находится до 80 тысяч человек. Это не случайность, а намеренно выстроенная структура устрашения. Она работает, потому что страх в Северной Корее не временное состояние, а постоянная реальность, которая парализует даже мысль о сопротивлении. Ни одна страна мира не использует ядерное оружие так, как Северная Корея. Для нее это не просто военный актив, а инструмент политического выживания. Первое испытание было проведено в 2006-м, после чего Пхеньян регулярно демонстрировал новые ракеты, некоторые из которых теоретически способны достичь территории США. Но зачем это Киму? Ответ прост. Ядерный арсенал дает режиму иммунитет от внешнего вторжения. Угроза войны с участием атомной державы слишком велика. Кроме того, ядерное оружие подается как заслон от врагов, южан, американцев, предателей. Это цементирует власть, оправдывает лишения и укрепляет образ вождя как защитника нации. Пропаганда регулярно подчеркивает, если бы не наша бомба, нас бы давно стерли с лица земли. На этом фоне даже нищета подается как цена независимости. Санкции только усиливают внутреннюю мобилизацию. В реальности ядерное оружие – щит не столько от внешнего мира, сколько от внутреннего коллапса. Формальная экономика Северной Кореи плановая и социалистическая. Но на деле страна давно живет в тени и за счет тени. Подпольный бизнес, контрабанда, подделка валюты, наркотики — это не маргиналии, а часть государственной стратегии выживания. Еще в 90-х КНДР начала печатать фальшивые доллары высокого качества, известные как супердоллары. Затем добавились контрафактные сигареты, таблетки и даже оружие. По данным американской разведки, только на продаже оружия режим зарабатывал до $1,5 миллиарда в год. Эти деньги шли в обход санкций на элиту, армию и нужды власти. Помимо этого, тысячи северокорейцев работают нелегально за границей, в Китае, России и странах Азии, отдавая большую часть заработка государству. КНДР строит не классическую торговлю, а сеть непрозрачных потоков, отмытых через третьи страны. В этой серой экономике участие принимают даже дипломаты. Все, что может быть обменено на валюту, используется. Это экономика нищеты, но и экономики, приспособившейся к невозможному. Старомодная диктатура неожиданно оказалась технологическим хищником. Северная Корея активно использует кибератаки для кражи цифровых активов, криптовалют, данных, логинов. Группа Lazarus, связанная с разведслужбами КНДР, совершала масштабные взломы от банков до бирж. В 2024-м ущерб от таких атак составил около $800 миллионов. Эти деньги не просто исчезают, они направляются в казну режима. Сначала украденные средства конвертируются в криптовалюту, затем проходят через десятки миксеров и кошельков, теряя след. В результате даже эксперты не всегда могут установить конечного получателя. Полученные активы используются для финансирования военных программ и закупок санкционных товаров. Более того, айтишники из КНДР работают под чужими именами на фриланс-биржах, получают доступ к кодам западных компаний и передают данные в Пхеньян. Это цифровая экономика преступлений, новое лицо старой диктатуры. Технологии дали Кимам новый способ зарабатывать на мире, который сам же от них закрылся. Любой другой режим давно бы рухнул под таким давлением, но КНДР держится во многом благодаря Китаю. Это главный и почти единственный крупный союзник. Более 80% северокорейской внешней торговли с Китаем. Оттуда поступают нефть, зерно, медикаменты, техника. Формально Пекин поддерживает санкции, но фактически оставляет лазейки, через которые режим получает все необходимое. Почему? Китай не хочет коллапса соседнего государства. В случае краха Пхеньяна поток беженцев хлынет на северо-восток Китая. А если север объединится с югом, рядом появится прозападное государство. Для Китая это стратегически недопустимо. Поэтому он защищает КНДР от чрезмерного давления, дает экономический кислород и дипломатическое прикрытие. Это щит, без которого режим Кимов мог бы не выжить. При этом Китай держит КНДР в определенной зависимости, получая ресурсы, влияние и буфер против США. Кимы понимают, без Пекина их режиму будет трудно продержаться. Но и Китай понимает, слишком слабый Пхеньян тоже угроза.
Ким Ир Сен. Не просто основатель Северной Кореи, а архитектор одной из самых устойчивых диктатур мира. После окончания Второй мировой войны он был поставлен во главе страны при поддержке Советского Союза, но быстро превратился из ставленника в абсолютного лидера. Он выстроил модель управления, в которой ни партия, ни армия и даже не государство были главным звеном, а он сам. Культ личности начал формироваться еще в 40-х. Официальные биографии приписывали ему героизм в борьбе с японцами, победы которых не было, и мудрость сверхчеловека. Вся система была подчинена его образу. С ранних лет дети заучивали его речи, в каждом доме висел его портрет, в школах обязательные уроки идеологии. Но самое поразительное, он не ушел из власти даже после смерти. В 94-м он стал вечным президентом, и до сих пор формально именно он считается главой государства. Это создало уникальный прецедент. Диктатор не просто правил, он навсегда вписан в политическую структуру. Его модель управления, основанная на страхе, изоляции и абсолютной лояльности, действует до сих пор, не меняясь десятилетиями. Северная Корея стала первой коммунистической страной, где власть передается по наследству. После смерти Ким Ир Сена к власти пришел его сын Ким Чен Ир. Это не было неожиданностью, культ сына создавался еще при жизни отца. Его называли любимым руководителем, публиковали фальшивые биографии, где он якобы писал оперы, разрабатывал ракеты и побеждал в гольф с нереальным счетом. Это был осознанный шаг — легитимизировать власть как династическую. В 2011-м, после смерти Ким Чен Ира, трон перешел к Ким Чен Ыну, его молодому сыну, которому едва исполнилось 30. Для легитимации нового лидера использовали все. Его визуальное сходство с дедом, срочные повышения в армии, массовые портреты и кампании обожествления. Элита понимала, в хаосе преемственности может погибнуть не только система, но и они сами. Поэтому процесс передачи власти был быстрым, жестким и публичным. Сегодня Ким Чен Ын не просто глава государства. Он третье звено в священной династии, символ стабильности, созданной системой, которая живет по законам не республики, а монархии. КНДР — страна, где идеология не просто важна, она все объясняет. Центральное понятие чучхэ — это философия, созданная самим Ким Ир Сеном, означает опора на собственные силы. В теории это путь к независимости, в реальности оправдание тотальной изоляции. Вторая ключевая концепция — сонгун, что переводится как военное первенство. Согласно ей, армия — основа общества. Эти идеи преподаются в школах, воспеваются в песнях и высечены в камне на памятниках. Даже экономические провалы объясняются идеологически. Бедность — следствие сопротивления врагам, а не ошибки руководства. Образ врага постоянный. Это либо США, либо Южная Корея, либо предатели внутри. Вся жизнь в стране вращается вокруг этих идей. Каждый гражданин обязан быть не просто лояльным, а верующим. Идеология работает как барьер. Она не пускает внутрь чуждые идеи и блокирует внутренние сомнения. Те, кто пытается мыслить иначе, автоматически становятся врагами. В результате идеология чучхэ не просто политический инструмент, а щит, закрывающий народ от реальности и закрепляющий власть династии. В Северной Корее человек не может узнать, как живет остальной мир. Телевидение, радио, газеты. Строго под контролем государства. Интернета в западном понимании нет вообще. Вместо него внутренняя сеть, доступная только для избранных и наполненная лишь одобренной информацией. Любые попытки получить внешние сведения — тяжкое преступление. За просмотр южнокорейских сериалов можно попасть в лагерь. За прослушивание иностранной музыки тоже. В школах с детства внушают: Южная Корея нищая, США — агрессор, Кимы — единственные защитники народа. Даже география и история преподаются выгодной режиму интерпретации. Люди не знают, что продукты бывают в изобилии, что можно свободно выезжать за границу, что существуют выборы, интернет и свобода слова. Информация становится оружием. Именно поэтому режим так яростно охраняет информационную границу. Любая утечка, любой флеш-накопитель с сериалом может изменить восприятие, а значит подорвать систему. В мире, где правда от угроза, ложь становится неотъемлемым элементом власти. Это не ошибка, а тщательно охраняемая стратегия выживания. Режим Кимов держится не только на страхе, но и на системе лояльной элиты. Внутри страны существует строгая иерархия, от простых граждан до высших чинов. Элитам — это армейские генералы, партийные функционеры, руководители спецслужб. Они живут лучше всех. Отдельные кварталы, пайки, доступ к медикаментам, машинам и даже интернету. Но за комфорт нужно платить абсолютной преданностью. Любое сомнение, попытка самостоятельности или недостаток энтузиазма воспринимаются как угроза. Примеры расправ над высокопоставленными фигурами служат напоминанием
напоминанием всем остальным. Никто не выше лидера. Один из самых громких случаев — казнь дяди Ким Чен Ына, Чан Сон Тхэка, который до того считался вторым человеком в государстве. Его публично обвинили в измене и уничтожили. Такая демонстративная жестокость не случайна. Она укрепляет власть, парализует элиту страхом и делает лояльность вопросом выживания. Эта элита не просто поддерживает режим, она от него зависит. Без него они станут никем. Поэтому Ким может быть уверен, люди тени будут защищать трон до последнего. Северная Корея формально остается социалистическим государством с централизованной экономикой. Но на практике миллионы людей выживают за счет джангмадан — полулегальных рыночных площадок, появившихся после голода 90-х годов. Тогда централизованное распределение провалилось, и люди начали торговать из нужды. Кто овощами, кто одеждой, кто самодельными изделиями. Сначала власти боролись с рынками, арестовывали продавцов, но вскоре поняли, джангмадан — это то, что позволяет людям не умереть. Сегодня эти рынки стали неотъемлемой частью жизни. На них можно найти импортные товары, лекарства, продукты. Власти делают вид, что их нет, хотя каждый знает, без них страна рухнет. Местные чиновники даже обложили продавцов налогом, получая личную выгоду за молчаливое разрешение. Более того, некоторые представители элиты сами инвестируют в эти рынки через подставных лиц. Это странный симбиоз. Система делает вид, что контролирует все, а народ делает вид, что подчиняется. В результате в стране с запретами на частную собственность именно частная инициатива стала подушкой безопасности и способом сохранения стабильности. На международной арене идея объединения двух Корей — символ надежды. Но для режима Кимов это страшный сценарий. Объединение — это не просто дипломатический процесс, а угроза существованию всей элиты. Ведь что будет, если границы откроются? Население Севера мгновенно узнает, как их обманывали. Увидит, что в Южной Корее интернет, выборы, продукты без карточек, свобода передвижения и слова. Это знание разрушит мифы, на которых держится режим. Элита, включая генералов и партийных лидеров, понимает, в объединенной стране им не будет места. Их не примут, им не доверят, а кого-то и вовсе могут судить. Поэтому они будут противиться до последнего. Пропаганда изо всех сил демонизирует Юг. Якобы там царит преступность, бедность, зависимость от США. Любое сотрудничество с южанами подается как акт предательства. Даже намеки на примирение жестко подавляются. В этом контексте КНДР не боится нападения, она боится правды. Потому что истина обрушит не только стены границы, но и саму суть власти Кимов. Именно поэтому режим готов терпеть нищету, только бы не допустить сближения. Режим Кимов — один из самых долговечных в мире. Он выжил после распада СССР, пережил голод, санкции, международную изоляцию. Как это возможно? Секрет в уникальной способности к адаптации. Власть не застывает, она подстраивается. Когда голод, она позволяет частные рынки. Когда кризис, делает уступки элите. Когда нужно, показывает открытость, отправляя делегации на Олимпиады. При этом сохраняется ядро, культ личности, идеология чучхе, страх и закрытость. Режим не боится противоречий, может быть одновременно антикапиталистическим и торговать криптовалютой, быть закрытым, но воровать технологии, быть изолированным, но участвовать в саммитах. Такая гибкость делает его почти неуязвимым. Даже провалы используются как инструмент мобилизации, мол, мы страдаем ради независимости. Элита получает свою долю, народ — объяснение, армия — приоритет. Вся система держится не только на принуждении, но и на расчете. Кимы доказали, чтобы быть вечными, не нужно быть сильными, нужно быть нужными. Нужными именно той системе хаоса, страха и веры, которую они сами и создали.